Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Что идет в вашу жизнь до конца августа? И с чем это будет связано? Или с кем? Давайте узнаем подсказки карт. Но планетарные транзиты, которые приходят в нашу жизнь или привносят в нашу жизнь какие-то, ну, как свежее веяние, или когда что-то, то, что произошло прежде, с учетом, к примеру, Венеры в Раке, с 25 числа Венера меняет знак зодиака. И если прежде рак, мы говорили просто потому, что люблю, и это такие энергии неги, без каких-то четких границ. Да, с одной стороны, это эмпатия, это гармония, это желание вот этого всего и испытать, и с другой стороны, вопросы семьи, может быть, благополучие, место проживания, но это еще без каких-то жестких рамок. То Венера, переходя 25 числа в знак зодиака Лев, конкретизирует, мы задаем себе вопрос, а какой во всем в этом смысл? И, наверное, вишенка на торте – это у нас Солнце, которое входит в знак зодиака Дева. А Дева – это критическое мышление. Мы с чем-то определяемся, мои дорогие. Причем этот выбор на грани цена и ценности, когда не нужно перепутать. Почему? Потому что будет еще, может быть, тысяча причин, как и до конца 2025 года внешние события могут принять турбулентный оборот. И будет важно, какие же мы цены и ценности для себя определили. Но я должна сказать, что и 26-й год, он тоже не обещает нам быть спокойным, потому что это год огненной лошади. Я приглашаю вас на свой сайт. Я уже опубликовала астрологический прогноз. Оставлю ссылку в описании под видео, чтобы прочитать поподробнее, да, вот этот период. Каким образом это складывается алхимия будущего. А ведь и правда кто-то из вас этот выбор как кожей может осуществлять. Или, может быть, вы уже ищете выход из создавшейся какой-то ситуации. Ладно, идем вперед. Так что же идет в вашу жизнь? Давайте достанем просто произвольно 3 карты. Паж жезлов. Развилка, мои дорогие. Наш паж стоит и думает, куда, направо, налево, или тут налево, или прямо, вот как будто так. По пажу жезлов это всегда любой паж, как вестник. Вы можете получить какую-то новость, известие, или это будет связано даже пусть и с новостью. Может быть, новость прежде пришла, а вы вот именно к концу августа понимаете, что нет, так дело не пойдет. Тут мне нужно либо себя как-то перестроить, либо видоизменить, может быть, и что-то по части деятельности. Все же жезлы, дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги. Какая-то перезагрузка может быть у вас и по работе тоже. Может быть, это связано, кстати, для людей семейных, ну или пусть даже вы не семейный человек, и дети ваши взрослые уже выросли. Ну, весточка от детей, иногда и такое бывает. Или какой-то, ну, как внезапная новость от детей. Предложение может быть также. Ну, давайте достанем вторую карту, что идет в вашу жизнь до конца. Смотрите, еще один паш. Да вы тут что-то меняете кардинально. Карта буквально. Куда пойду? Туда или сюда, направо, налево, да? Вы можете задуматься буквально о поездке, или это что-то более глобальное, переезд, или вы будете рассматривать как, ну, направление жизни, чем вы будете заниматься, может быть, и деятельность. Тут, опять же, это где-то будет связано с новостной палитрой, я это допускаю, пажи, это факт. Видимо, до конца августа много будет новостей, или, может быть, и были какие-то прежде договоренности, а здесь в каком-то новом формате вам придется это пересмотреть, может быть, и себя корректировать, что идет в вашу жизнь. Но что бы тут ни шло, самое главное, по пятерке пентаклей мелкая карта. Это карта недостатка. И тут две позиции, две темы. Первая, не должно быть недостатка во взаимопонимании, поэтому придется быть дипломатом, но, может быть, и какие-то условности, противоречия вам придется объединять. И каким-то образом взаимодействие оказывает влияние еще и на вашу финансовую состоятельность или на финансовый ваш статус. Вот финансы, вот все то, что по Венере, и взаимопонимание. Может быть, вы будете определяться даже с людьми, кому вы доверяете, или с кем вы планируете взаимодействие. По пятерке Пентаклей мы можем испытывать, что ну да, правда, какой-то пазл не сходится. Давайте мы рассмотрим каждую карту в отдельности,
Что это для вас может означать, мои дорогие? Итак, по жезлов. Что идет в вашу жизнь или кто? Новость все-таки идет, туз жезлов. Иногда по этой карте новость, которая буквально так врывается в нашу жизнь. Это что-то может быть и неожиданное. Это может быть и новость, которую мы слышим в средствах массовой информации. Ну, она как бы инициирована не вами, но каким-то образом оказывает на вас воздействие, влияние. Может быть, даже та новость, которую мы в целом так вот, да, из внешнего мира слышим, узнаем, значит, тоже вас подталкивает либо к выбору какому-то, либо как-то действовать, причем действовать в новом ключе. Ведь туз жезлов часто делит нашу жизнь словно на период до и после. Что идет в вашу жизнь еще? Ну хорошо, новость. А ведь выбор. Выбор или выход из какого-то положения. И по восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. Чего это касается? Какой сферы жизни? Но это и правда. В две стороны, вот как по этому пажу, мы не пойдем. И выбирая одно направление, другого мы отказываемся. Завершается что-то, мои дорогие. Завершается какая-то прежняя история, может быть, которая и вами была инициирована, или какое-то дело, может быть, кто-то из вас задумается работу поменять, или к этому уже все идет. Может быть, вы уже к этому времени уже наметили для себя какие-то новые пути дороги. Потому что как будто по восьмерке кубков мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, зачем нам это нужно. То есть это, знаете, такая узкая направленность или четкая целеустремленность. Вот вы с чем-то тут разбираетесь. И с такими картами, когда выпадает 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, а это какая-то неразбериха у вас заканчивается. К чему это все идет? Ну, видимо, есть что-то, что вот, ну, не хочется от этого отказываться. Может быть, и по девятке мечей тут самое главное — связь с внешним миром. Вот то внешнее, может быть, мы с чем-то и не согласны. Но ваша задача, мои дорогие, ведь это карта искаженного восприятия. Вот не должно быть этого искаженного восприятия. Как будто за окном тут восход солнца нам показан. Девушка не видит, почему. Она туда даже не смотрит. Вот вам нужно, как я уже сказала, видеть все и слышать все, и при этом еще и анализировать. Не должно быть какого-то искаженного восприятия. Может быть, это для кого-то из вас, это вам кажется, что патовая ситуация, а может быть, она и завершается. Давайте мы спросим, завершается, таки завершается туз пентаклей, какой-то момент перезагрузки. И это как с чистого листа. Посмотрите, у вас выпадают две карты, два туза. Это время важных решений. Это время, когда мы, правда, начинаем какое-то новое направление или новый способ действий. И нам уже обе эти карты обещают определенный успех в продвижении или в достижении желаемого, но без выбора, без каких-то действий определенных. Здесь не получается, о чем нам говорят все эти карты. И если прежде вы удерживали какие-то позиции, мои дорогие весы, или прежний период жизни. Кто-то, кстати, может радоваться, что какая-то путаница в вашей жизни заканчивается. Вот правда. Может быть, вам и приходилось одновременно сидеть на двух стульях. И вас это уже достало, вот и хочется сказать. То здесь вот эта неразбериха, она ведь правда заканчивается. Я бы сказала так. Тут у вас заканчивается именно то, что нет смысла продолжать. Или, как знаете, какая-то ограниченность, может быть, буквально нам девушка ведь изображена в комнате, да, и ничто ей тут не мешает ни заглянуть в окно, выглянуть точнее, или просто для начала встать с этого топчина. Но нет, она все время что-то анализирует, но анализирует она собственные мысли, не что-нибудь извне. Она, вот именно это замкнутое пространство, оно порождает неправильные мысли. Для кого-то из вас это тот период, когда вам захочется уделить внимание собственному здоровью. Потому что часто проходят по девятке мечей инсомния, бессонница. И если правда для кого-то это актуально, надо завершать что-то. Здесь, посмотрите, солнечные более карты выходят вам, как вот новое направление, или к чему все идет, или что пытается войти в вашу жизнь. Хорошо, и чем это вот все закончится для вас? Ну, вы останетесь довольны, рыцарь кубков.
Это, знаете, может быть даже какая-то добрая новость. Следом за одной новостью у вас вообще 3 может быть новости. Причем такие, если по тузу жезлов это что-то быстрое, стремительное. По тузу пентаклей это через наше обдумывание. Может быть, это и будет связано с какой-то информацией, но это скорее как приводит вас к какому-то решению. А по рыцарю кубков мы остаемся довольны. Тут, правда, выбор направления от начала до конца или когда вы что-то переделываете, переигрываете, причем для себя со знаком плюс. Давайте узнаем, что же это по пажу пентаклей. Ну, будьте готовы завершать какую-то ненужную уже замшелую двойственную ситуацию. Может быть, иногда такое бывает, и для кого-то это может быть ощутимо. Я не хочу от этого отказываться. Я к этому привык вот, или привыкла. Но все, видимо, имеет свою цикличность, и наша жизнь в первую очередь тоже. И ничто не длится вечно. Говорим, хорошее тоже, увы, не длится вечно. Но у вас плохое не длится вечно, мои дорогие весы. Поэтому будьте готовы завершать, может быть, вы и привыкли. И думаете, что вам это нужно и полезно. А на самом деле вас это где-то разрушает, а вам как в другом направлении. Может быть, для кого-то из вас это будет время признания в любви какого-то конкретного человека. Но это не для всех, но иногда рыцарь кубков будет об этом означать. Или вы пересматриваете вопросы личной жизни. И это очень символично с учетом перехода Венеры, как я говорила, из знака рак, когда эмпатия, гармония, чувство, чувственная любовь. А во льве тут наши достижения, тут какая-то конкретика. И вот действительно мы задаем вопрос, если раньше просто любовь, а на сегодняшний день хорошо, а какой в этом смысл? Вот такие вопросы могут быть. Ну, давайте узнаем. По пажу пентаклей, что идет в вашу жизнь? Выбор, мои дорогие, какая-то как или путаница по двойке мечей, или, опять же, ограничение какой-то территории, ограничение в ваших возможностях. Но это вы сами делаете этот выбор в сторону девятки кубков. По девятке кубков иногда это карта эгоиста, я так говорю. Но, в принципе, вот именно в этой карте наша девушка, ведьмочка, это колода ведьмочек, она абсолютно всем довольна. Тем не менее, хоть и кубки, но больше здесь вопросы материальные, вопросы нашего благополучия. Вопросы, может быть, на злобу дня. Это вы выбираете словно направление, где можно либо деньги заработать, может быть и так. Каким образом, или вопросы работы, может быть, выбор какой-то должности, специальности, изучение, может быть, чего-то. Для кого-то из вас, может быть, и на работе происходят перемены, именно по вашему месту службы. Это не вы их инициировали. Меняется руководство, меняются какие-то положения, может быть, меняется график работы. У вас есть возможность, мои дорогие, как ухватить птицу счастья или жар-птицу за хвост, правда? И при этом решить вопросы как и материального порядка, финансового, так и самому себе высвободить время для большего отдыха. Но вот эта подвешенная ситуация или по аркану повешенный, с одной стороны, это для кого-то период размышления, ведь повешенный – это когда мы сами себя словно с ног на голову переворачиваем, потому что мы должны увидеть жизнь с другого ракурса, как под другим углом. Но и для вас должен, я все-таки так вижу, с учетом даже первого ряда карт, ведь это элемент жертвенности идет. Мы можем у себя спрашивать, доколе. И вот, может быть, вот эта двойка мечей как раз путаница состоит в том, что это вы себя принесли словно в жертву. Либо отношениям, либо, может быть, и работе. Вы включились в какое-то действо, а теперь уже готовы это прекратить. Но есть еще 1000 условностей, которые нужно подытожить для того, чтобы вот так, словно на карте обозначить новый пункт и устремиться туда вперед. Но, видимо, с какими-то еще ситуациями вы должны из прошлого разобраться. Но вы уже точно знаете, куда вы идете, к чему это все идет.
карта харизматичного лидера. Здесь может быть и еще и какое-то контактное лицо, кстати, которое вас может к чему-то призывать. Тогда по королю жезлов это правда. Рассмотреть как идею или предложение для вас стоит. Но рассмотреть это более с практичного ракурса. Почему? Может быть, как раз вот рассмотреть это какое-то предложение или ну, это даже будет как вариант, может быть. Жезлы, опять же, это дела, работа, бизнес или решение каких-то вопросов. Но примите к сведению, что делать придется вам самим. Потому что вот как харизматичный лидер, идейный лидер, это прекрасно карта проигрывается. Но это карта больше руководителя или, скажем так, хозяина, который говорит, что делать, отдает приказы. Но сам он делать за вас не будет, это будете делать вы сами. Хорошо, и к чему же это все идет? А вы можете засобираться куда-то очень далеко. Это первое. Для кого-то это вот необходимая перезагрузка на длительный период времени. Вы, кстати, в этот период времени можете, если вы особенно занимаетесь личным делом, творчеством, а среди вас очень много творческих людей. Так вот, если вы творческий человек, карта звезда говорит о росте вашей популярности. И правда, вам Венера помогает. Даже переходом из рака в знак льва. Здесь больше достижений на какой-то конечный результат. Или мы говорим, какой в этом смысл, зачем это нужно. Вот здесь какие-то смыслы вы себе сами обозначаете. И у кого-то это будет связано, может быть, даже с работой в интернет или общением в интернет, ростом вашей популярности опять за счет мировой вот этой паутины, или когда вы расширяете собственное дело, творчество, может быть, даже вашей профессии, мои дорогие. Ваша экспертность, она тоже идет как, ну, наверх ваша популярность, и я бы сказала, для вас обязательно нужно о себе заявить по аркану звезда, это так проходит. Да, может быть, в этот момент, вот в конце августа, это правда какая-то алхимия будущего. Это вы стратегию, тактику разрабатываете не просто даже на 26 год или до конца 2025, а по аркану звезда это выбор правильного направления лет на 10-20. Вот вы будете определяться вообще с каким-то, ну, таким длительным периодом, в каком ракурсе вы будете готовы действовать или взаимодействовать с кем-то, да, как вы готовы откликаться, где вы готовы находиться. Вообще на кону ваш успех, ваше счастье. И начинается, казалось бы, последняя неделя августа. Может быть, это и лежит как на грани цены или цена и ценности, да? Вот что-то подобное. Вам нужно это объединить. Но если у вас это получается, для вас нет ничего невозможного, ведь об этом нам говорит аркан звезда. А еще я должна сказать, мои дорогие весы, какое-то желание ваше сбудется. Вам тут как высшие силы помогают. Это правда, вам дважды помогают. Туз Пентаклей, первая позиция, это тоже где-то о том, что, ну, как-то звезды сходятся для вас в хороший плюс. И это первая позиция. У кого-то это просто взаимосвязано. Ну, у кого-то два разных вопроса. Ну и по звезде здесь может быть, кстати, встреча вот с таким человеком. Какая-то очень важная, которая перед вами открывает как и новые перспективы или... Пусть не для всех, но для кого-то вот этот персонаж или персона конкретная помогает вам выйти вот из этого подвешенного состояния. И перед вами, словно мир, пространство открывает врата. Вот что-то такое возможное, но, может быть, пока вы смотрите видео, это, знаете, на уровне ощущений, интуиции. Верьте в свою звезду буквально, мои дорогие весы. Для вас тут, ну, как большому кораблю, большое плавание. Ладно, пятерка пентаклей, что с ней делать? Мелкая карта. Это, знаете, такая, я говорю, заноза какая-то. Потому что это не крупное, это не есть что-то такое непреодолимое. Или прямо тут, когда у нас жизнь вспять идет. Да нет, это больше сродни рутины, причем в один день. Но тем не менее, что же идет в вашу жизнь, что это, с чем связано? Но окончательное какое-то решение. Смотрите, туз мечей. Выход из лабиринта. Опять же, выход из какой-то подвешенной ситуации. Из того, что вы какое-то время не могли, может быть, даже буквально двигаться, перемещаться, куда-то отправиться. Вот
путаница, правда, заканчивается. И туз мечей. Мы точно знаем, что мы будем продолжать, а куда мы даже не будем оборачиваться. Что идет в вашу жизнь. Тут прям четкая какая-то у вас позиция. Но мне нечего добавить. Рост вашей популярности. Карта императрица. Решение вопросов в плане личной жизни, в плане дома. Ну и императрица может для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть и говорить о том, что вы ждете ребенка, если это откликается по возрасту, по вашим намерениям, целям. Но для всех все же плодовитость императрицы – это не только буквально, а это еще и ваши планы, какая-то перезагрузка и в планах. И, может быть, у кого-то и правда встанет вопрос, ведь иногда, ну, как меняем мы статус в личной жизни. Это может быть оформление ваших отношений и окончательное решение. Может быть, у кого-то и наоборот, даже я такое тоже допускаю, все же мы все разные. Но тут что-то очень важное на кону. И если мы говорим императрица, мы надеемся сами на себя. Но императрицы нет помех. Она выберет правильные методы, она выберет правильное направление, если по части касается труда, заработков или каких-то ваших желаний, намерений, целей. Она выйдет легко и просто. Вот из этой пятерки пентаклей. Хорошо, тогда к чему это все идет? Давайте узнаем. Нет, больше уже точно не достаю карт. Вы знаете, тут такая мощная перезагрузка может быть. Пусть даже это будет в один день, я такое могу допускать. Ну или несколько дней в августе. Когда до этого словно вы шли как в сумерках или как по темному лесу. Ну вот, наверное, как у Данте в божественной комедии. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Вот вы можете внутренне что-то подобное и чувствовать, кстати. И где-то девятка мечей об этом говорит. И вот эти две развилки, развилка же, опять же, она есть. Вот значит, то, что вчера не способствовало покою вашей душе, то, что вам не давало определиться, шаг за шагом к концу августа приходит к какому-то единому знаменателю. То, что должно закончено быть, оно закончится. И то, что было какой-то паузой, пауза тоже должна закончиться. И уже совершенно новое направление. И для вас, мои дорогие, карта императрицы, карта мага. Я могу сказать, что это не только рост вашей популярности. Это как сфера вашего влияния, ваши возможности. И маг – великий практик, и материалист также. И это не про магию ни разу, но он еще и великий дипломат. Ваша дипломатия не, ну, может быть, идет на пользу и внешней какой-то обстановки, я такое допускаю, но все же по этим двум картам это когда дипломатию мы на пользу самим себе как-то правильно, грамотно, ну, может быть, хитро и мудро. И такое я тоже допускаю, как будто жизнь-то по-другому не оставляет возможности. Вот нужно, как и выходить из тупиков или что-то завершать, то, что уже, ну, дошло уже до какого-то предела. Когда 13-й аркан, это уже какое-то дело, какая-то тема, она у вас близко была уже к концу или к завершению, окончанию. Но, видимо, последние аккорды вы расставляете, ну, ближе к концу августа. И одновременно совершенно новые перспективы перед вами открываются. Путаница какая-то у вас заканчивается. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.